Знание прошлого, как правило, больше волнует науку, нежели обычного обывателя, обычное существо, которое желает наслаждаться данной планетой Земля в настоящий момент времени. Поэтому, чтобы как-то обывателю рассказать, что время для него также необходимо, как и пространство, что время дает удовольствие много больше, чем пространство, необходимо будущее. И если обывателю дать будущее и рассказать, что благодаря ленте времени он может пробрасывать себя в будущее, и через какое-то время это будущее дотечет до него сейчас в настоящее, то, естественно, он поймет, зачем же ему необходимо время. За мной сейчас находится дерево с самым простым названием груша, но с самым необычным запахом эпохи прошлого. Поэтому если вы когда-либо вдыхали аромат груши и рассчитывали получить цветочный запах этноса человеческого, конечно, приходили в неописуемый шок, поскольку груша пахнет рыбой копченой. А эра рыбы закончилась, сейчас началась эра водолея. Значит, время все поменялось, ощущение времени поменялось, и груша есть тот проброс из прошлого в будущее времени, которое необходимо человеку для того, чтобы выстроить себя здоровым, счастливым, богатым, все свои желания исполнить он может только в будущем. Итак, груша сама по себе, когда притягивается к земле, она большую свою часть опускает на землю по притяжению. Поэтому земные желания очень легко не просто загадывать под грушами, а затем заедать грушами, а дальше выполнять благодаря грушам. Но, конечно, дело не в этом. Груша есть только просто отображение будущего. И груша, которая сейчас за мной, это дикая груша, от которой начинаются все те груши, с которыми работает современное население. Поэтому, когда мы берем цветок груши и попадаем в разночтение, мозг теряет ориентацию. С этого времени и начинается излучение. Время, оно всегда добывается в экстриме, всегда в шоковом состоянии мозга. Поэтому, когда мы подходим к цветочку и желаем ощутить цветочный аромат, а натыкаемся на аромат еды достаточно грубого содержания, 2000 лет назад эта еда стала суперпопулярной, когда этнос рыбаков раскручивался в определенных странах, где очень много песка, мало воды и, естественно, мало еды. И тогда они рыбу сделали своим символом, и с этой рыбой прошли практически по всему населению земного шара. Сейчас они удалились в прошлое, оставив только след. Но они являются стартовой площадкой, ничего не поделаешь. Чтобы стартовать в будущее, нужно сначала опуститься в прошлое и затем сделать проброс. Из настоящего стартовать в будущее невозможно. Мы делаем отступление назад, уходим в дикое состояние, когда еще человек не прикоснулся к этому дереву ничем, кроме рта. Когда человек не начал прививать дерево, развивать дерево, получать огромное количество сортов дерева, и отсюда делаем проброс в будущее, где планируем себя, все свои желания во времени. Поэтому первичная растяжка во времени сознания обычного обывателя проходит через грушу. Проходит через дикий цветок, совершенно несуразным для цветка запахом, хотя мы так и говорим цветочный аромат, и сразу настраиваемся на что-то сладкое. Вот поэтому символом человеческого развития является цветок. Аленький цветочек, цветок, который распускается, цветок, который привлекает к нам ароматы. Также есть цветы ядовитые, которые не привлекают человека. Человек от них пытается отказаться, но это человек разумный.
А нам же нужно иметь дело с самым обычным существом. Когда все люди перейдут во время, когда все люди будут сами себя выстраивать в будущем, все свои желания грамотно формулировать, тогда и произойдет наступление того света, который сейчас все люди боятся потерять. О каком же конце света всегда ведут речь? Именно о том, что вот закончится лента времени, а в будущем ничего нет. Значит, все разрушится. Значит, разрушится сама планета. Значит, разрушится этнос человеческий, разрушится мозг человеческий. Так вот, дорогие мои, чтобы ничего у вас не разрушалось, чтобы вы продолжали жить и здравствовать, чтобы вы набирали потенциал своих желаний и возможностей, вам нужна просто капсула времени. Эта капсула времени устраивается в прошлом, достаточно неглубоко. Главное найти первоисточник того, из чего время может катапультироваться. И затем это время пробрасывается в будущее, и в будущем вы встречаете все свои желания, которые исполняются как бы сами собой, по мановению волшебной палочки. И эта волшебная палочка должна быть из грушевого дерева.